Так случается, что человек может остаться без главных жевательных органов – зубов. И тут на помощь приходит хирургическая стоматология. Сегодня мы обсудим зубные имплантаты. Здравствуйте, мои хорошие! По сути, зубной имплантат – это искусственная опора для ортопедических коронок, призванная восстановить дефекты, образующиеся в результате потери зубов. Хоть эта методика и относится к одному из передовых направлений в стоматологии, но сама процедура вживления искусственных зубов знакома человечеству уже многие века. А в Древнем Египте около 3000 лет назад практиковалась как пересадка зубов от одного человека другому, так и восстановление дефектов зубного ряда с помощью слоновой кости, кораллов, драгоценных камней и золотых пластинок. Одной из ярких археологических находок, подтверждающих искусные умения древних врачей, является человеческий череп, найденный в Перу, датируемый IX веком нашей эры, в котором установлены 32 зубных имплантата из аметиста и кварца. В современной стоматологии самыми востребованными имплантатами являются корневые зубные имплантаты, изготавливаемые из титана. Почему именно титан? Дело в том, что среди всех искусственных материалов титан не воспринимается иммунной системой организма как чужеродное тело и, соответственно, в подавляющем большинстве случаев не подвергается отторжению. По форме данные имплантаты очень напоминают винт. Сегодня имплантация – это технология, призванная заменить съемные и несъемные протезы, которая дает достаточно впечатляющие результаты. Это и красивая полноценная улыбка, и, в отличие от зубных протезов, отсутствие проблем, связанных с приемом пищи, правильным звукообразованием во время разговора и долгом периоде привыкания к инородному телу в полости рта. Конечно, имплантация зубов достаточно дорогостоящая процедура, но в отличие от обычного протезирования, где срок службы коронок, мостов, протезов и так далее колеблется в пределах 5-7 лет, а срок службы современных имплантатов составляет порядка 30 лет. А при соблюдении всех предписаний врача и поддержании гигиены полости рта на должном уровне, имплантат может прослужить и всю жизнь. Поэтому затраты на имплантацию в конечном итоге уравниваются с затратами на обычное протезирование. А вот нервная система выигрывает, избегая тех томительных часов, которые пациент может провести в кресле ортопеда-стоматолога, что, по моему мнению, является самым большим плюсом данной методики. Для справки, в Соединенных Штатах Америки в случае, если стоматолог выбрал в качестве лечения протезирование, не проинформировав при этом пациента о возможности альтернативного восстановления дефектов зубных рядов с помощью имплантатов, а пациент имеет полное право обратиться в суд. В зависимости от способа крепления в кости, зубные имплантаты делятся на корневые, которые по форме аналогичны корню зуба и устанавливаются в челюсть при достаточной толщине костной ткани, пластиночные, используются в случае тонкой кости и невозможности использования корневого имплантата. Пластиночные имплантаты состоят из пластины, которая помещается в кость, и штифта, используемого для фиксации коронки. Субпериостальные имплантаты также применяются в случае наличия тонкой кости. Нижняя часть такого имплантата фиксируется в надкостнице, а верхняя остается над десной. Комбинированные имплантаты, как правило, имеют различную форму и подбираются непосредственно под каждого пациента. Они сочетают в себе как элементы корневого, так и пластиночного имплантата. Самыми распространенными и хорошо зарекомендовавшими себя в настоящее время зубными имплантатами являются Nobel Biocare, производимые в США, израильские Alpha Bio, шведские Astra-Tech и российские ConMed. Если говорить непосредственно о процедуре постановки имплантатов, то она происходит в несколько этапов. На первом этапе осуществляется обследование пациента, подготовка полости рта и планирование процедуры. Следующий этап – хирургический, который можно назвать самым важным в процессе проведения имплантации. В его ходе хирург осуществляет установку имплантата в кость.
В течение следующих 3-6 месяцев происходит полное сращивание имплантата с челюстной костью, то есть в итоге получается искусственный зубной корень. Если приживление прошло успешно, то удаление зубного имплантата становится практически невозможным. На последнем этапе изготавливаются коронки, съемные или несъемные протезы, которые и фиксируются непосредственно на имплантате. Как и у всех медицинских процедур, у имплантации существует ряд противопоказаний, исключающих применение данной методики. Со стопроцентной уверенностью сюда стоит отнести заболевания костей, уменьшающие способность кости к реабилитации, серьезные заболевания нервной системы, онкологические заболевания, тяжелые хронические заболевания, такие как туберкулез, сахарный диабет и так далее, заболевания органов кроветворения. Также беременным, дабы избежать волнений, которые противопоказаны женщине в этот период, стоит воздержаться от проведения имплантации. И небольшой совет тем, кто решил восстановить свою улыбку с помощью имплантатов и ищет информацию на эту тему в интернете. Во избежание осложнений и проблем со здоровьем из-за некачественного лечения и потери значительных сумм денег отдавайте предпочтение только надежным клиникам с хорошими отзывами, репутацией и проверенными специалистами. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!